Один из проектов моих, наверное, самый главный сейчас — это MadDim. Я в него достаточно времени вложил. Также у меня есть еще проект Mad. Это моя ambient-история вместе с фортепиано, всякие эксперименты, импровизации. Есть еще много разных коллабораций, например, Lockdown, который у нас сейчас выпустился на Nerve Music, и сейчас дальше мы продолжаем работать вместе с Кириллом Голиковым. Вообще коллабораций достаточно много, но сейчас, в данную секунду и в данной встрече я себя позиционирую как MadDim, как человек, который посвятил больше 20 лет всей музыкальной истории, который очень любит модульники, действительно. Я 3 раза к ним подходил, и с 3-го раза я понял, что это любовь бесконечна. И которая живет в основном музыкой и ощущением звука. Все обычно начинается с желания начать писать сейчас. Это желание обычно возникает каждый день. Бывает, после какого-то затяжного периода выступлений нужна где-то неделя на то, чтобы перезарядиться, перенабраться эмоций. Потому что, когда играешь, ты даешь очень много сил. В всяком случае, я даю очень много сил. Мне даже после лайва приходится там час отдохнуть, просто полежать даже. Трек я начинаю с того, что включаю все. Посмотрел на модульник сразу. Включаю все, что у меня сейчас под рукой. А дальше это сложно описать, потому что это нет какого-то алгоритма. Я действительно верю в силу случайности в нашей жизни. Я верю в управляемую случайность. У меня математическое образование первичное такое, а-ля там школа, мат-класс. И поэтому я всегда считал то, что эту жизнь можно просчитать. Я считал это где-то лет до 27. Потом я понял, что бесполезная фигня. Жизнь просчитать нельзя. Можно примерно понять, какие могут быть сценарии, которые они выстреливают, и попытаться их воссоздать. Потом начинается разговор партии. Это самое важное. И для меня важно, чтобы, первое, в треке была минимум предсказуемая история, минимум предсказуемого контента. Все партии должны разговаривать друг с другом, пусть из разных пространств, но они должны говорить примерно то, что я говорю в этот момент. Именно то, что я сейчас переживаю, но без каких-то личных эмоций, да, потому что у нас так принято исторически во многих культурах, что нужно бить на основные эмоции, там, не знаю, улыбка, страдание, любовь, расставание, вот эти все дела. Если это все тащить в музыку, то она становится опять что? Она становится предсказуемой. Это как строить дом. Есть хороший пример. Знаете, как Гауди строил Саграда ди Фамилия? Он строил ее вверх ногами. Он понял, что ему нужна какая-то сила, которая на данный момент отсутствует в его измерении. И он перевернул, и систему весов и противовесов он выстроил вверх ногами. Если зайти в Саграда ди Фамилия, там вниз в подвальчик, там есть музей. Там как раз есть вот этот первый прототип. И поэтому это так выглядит сбалансированно. Я верю в то, что в музыке должен быть баланс, но он не должен превалировать. Должен быть разговор, должна быть текстура и какая-то непредсказуемость. Ну, немного дичи и офигенного грува. Модульник — это как будто у тебя оркестр. Такой большой оркестр в руках, но в то же время каждый его участник, он с характером. Ты можешь этот оркестр превратить в 5 оркестров, ты можешь превратить в соло, ты можешь собрать все это дело в коробку и поехать вместе с этим оркестром на другой конец земли. Ты можешь взять свой оркестр, встретиться с другим оркестром, и вы вместе еще напишете трек. И ты каждый раз собираешь совершенно разные истории. Моя самая большая была ошибка, как я считаю, одна из многих, как у многих музыкантов, в том, что я всегда считал, что ты должен собрать патч и в общем-то, и все. Дальше его крутить. Не знаю, там, менять ноты, менять там чутье фо, еще что-нибудь менять. Но спасибо близким друзьям, которые мне сказали, объяснили в определенный момент, что Дим, ты знаешь, вообще-то не обязательно. Вообще-то очень круто пересобирать по-новому. И здесь открылся совершенно новый мир, потому что ты открываешь модульник,
или он стоит уже открытым. Ты начинаешь патчить, и во время того, как ты начинаешь патчить, ты уже выстраиваешь систему взаимоотношений между каждым исполнителем, а потом еще решаешь, окей, слушай, мне кажется, вы вдвоем как-то конфликтуете, давайте-ка вас запишем по одному. Ты можешь добавлять разные качества, но ты можешь управлять этой непредсказуемостью в разумных пределах. Из модульника можно достать и предсказуемые звуки, а можно достать и совершенно неожиданные вещи. Сегодня я хочу рассказать о том, как можно использовать случайности и вероятности не только в модульнике, да, но и на постпродакшене в том числе. Все начинается, в общем-то, с такой обычной мышиной свадьбы. Я расскажу вообще, как это все работает, и дальше покажу свои идеи насчет того, как можно управлять probability, ченсом, вообще всей этой непредсказуемостью, которая окружает нас. Сам патч состоит из двух осцилляторов. Это Plates и Shapeshifter. Это два осциллятора цифровых. Да, давайте будем честны. В модульном синтезаторе, да, используются цифровые осцилляторы. И это не значит, что есть плохо. Это wavetable осцилляторы, в которых, по сути, достаточно много волн уже прошито, и которые можно переключать. Один осциллятор идет сразу в микшер. Да, по-моему, сразу в микшер. Да, в микшер. А другой осциллятор идет через фильтр. Сейчас расскажу, зачем это. Тоже микшер. Потом все это добро... Здесь у нас от секвенсора уходит сигнал. Дальше делается огибайка, которая управляет, собственно, каждым из голосов нашего такого многоголосного патча. Потом все уходит в фильтр. Фильтр это дело размножает из моно в стерео. Обожаю это дело. Потом уходит Rainmaker, который достраивает уже какие-то дополнительные частоты. Казалось бы, все просто. Но тут начинается интересная магия, которая удобна в модульных синтезаторах, это LFO. В первую очередь LFO у нас раскидывается, первое, на переключение моделей в Plates. По сути, у нас теперь один осциллятор звучит как не один осциллятор, да, а как много осцилляторов. Мы можем переключать различные модели, задавать ему направление звучания. Дальше он будет уже двигаться. Следующая, не менее важная история. Наш второй осциллятор, Shapeshifter, который заходит в фильтр. Это одно из выразительных средств, которое классно и удобно использовать во время длинных тейков. Я обычно пишу все длинными тейками для того, чтобы различные непредсказуемые моменты потом еще на постпродакшене дальше домодулировать. Видите, уже зажил понемножку тогда. Насчет модуляции вернемся. У нас есть еще два LFO, которые мы можем закинуть на QPass сюда и на QPass сюда. Для чего? Для того, чтобы у нас тот звук, который расходится на два стереоканала, чуть-чуть слева и справа он по-разному звучал. Здесь мы можем определить, насколько резко все будет переходить, отсечку фильтра выстроить. А это то, чем мы будем также играться во время лайва. Это, по сути, тот момент непредсказуемых действий, которые будут создавать у слушателя ощущение, и это правда, того, что трек живет. Трек не должен быть статичен, он не должен быть предсказуем. Нам нужно сохранить общую структуру, но не уйти в хаос. Именно для этого у нас используется секвенсор Hermod. В Hermod есть определенное количество эффектов, которые, по сути, влияют на одну и ту же партию, да, то есть может звучать там 4 ноты, да, но за счет арпеджиаторов и управления вероятностью этих арпеджиаторов они могут уходить вверх, могут уходить вниз. Также у нас сейчас сверху работает, как я показывал, модуляция на переключение моделей. Также у нас работает модуляция на переключение фильтра. И еще по мелочи всякое. Например, уходит здесь еще на pitch shifting в Rainmaker. Это отдельный эффектор. Rainmaker как раз добавляет нам недостающие частоты и переходы.
Если использовать сейчас весь ящик, все ручки, будет полный хаос, и будет пропадать звук, будет непредсказуемая фигня, будет уходить это все в какие-то ненужные частоты и превратиться в какофонию. Чтобы этого не происходило, нам нужно себя также ограничить. Для этого у меня обычно есть микшер здесь, да, обычно там 4, может быть, еще там один канал здесь. Дальше это все собирается здесь в микшере, здесь идет уже в посылы. Что тоже важно, здесь стоит Eventide хармонайзер, который достраивает дополнительные ноты в случае, если что-то мне нужно добавить. Я могу во время записи работать также и с посылом, что тоже здорово. То есть, по сути, у меня получается здесь 2 посыла, здесь громкости работы с каждым из осцилляторов, и здесь 2 фильтра и параметры непосредственно для рейнмейкера. Дальше просто запись. Просто записываем. И важно, опять же, понимание того, чего ты делаешь. Ну, то есть, я когда что-нибудь во что-нибудь втыкаю, я понимаю примерно, что будет. Да, это не типа рэндом, там, совсем уж. Воткнул такой, как драм-машина с этим пультом будет звучать? Знаешь, не знаешь? Я знаю, в какой я фильтр воткну, и как это через этот пульт будет звучать, с каким посылом. Это важно, это некий опыт, который достигается тем, что ты сидишь ночами в студии, проводишь какое-то количество времени, просто познавая свой сетап. Это как в диджействе. Ты для того, чтобы мог сводить, тебе нужно отъездить какое-то количество часов. Пока ты не отъездишь, все, это как на велосипеде. Не будет работать с инструментами, то же самое. Ты должен отъездить какое-то количество часов со своими инструментами. Сейчас это достаточно сложно понять, какой твой инструмент, какой не твой, если ты до этого не прошел какой-то путь с теми или иными методами синтеза. Для меня сейчас выбор инструмента — это выбор характера, выбор того исполнителя, с которым я буду работать. Поэтому я инструменты выбираю по принципу, ляжет он здесь или не ляжет. Я ошибаюсь. Я меняю инструменты, мне это очень нравится. Раньше боялся этого, опасался. Со временем понял, что это очень прикольно и здорово. Где-то 30-40% сетапа я обычно меняю. Если говорить про MED или про вот мои экспериментальные разные истории, там Ambient, там абсолютно нет никакой подготовки, там идея как раз импровизация. То есть я делаю патч на модульнике, и потом сверху идет импровизация. Или на бухле я делаю минимальный патч, примерно прикидывая, чего будет, потом делаю импровизацию. Мне кажется, себя не нужно держать как-то в каких-то рамках, но уровень комфортной подготовленности должен быть. То есть, если ты идешь на лайв, и у тебя там, не знаю, для управления лайвом ты управляешь всеми одновременно ручками, даже после там всех лет опыта, которые были, я считаю, что мне было бы некомфортно. Да, то есть прийти там с 2 паттернами и типа по ходу на лайва там нарисовать еще 20. Это круто, но не для хаус-музыки и не для танцевальной музыки. Люди устанут. Есть, конечно, прекрасные ребята, которые это умеют круто очень делать. Но я считаю, что какие-то составляющие грува у тебя должны быть с собой, хотя бы в формате там паттернов на драм-машинке, которые ты по ходу дорисовываешь. Наверное, самый важный момент — это слушать и позволять себе расслабиться, слушая и анализируя музыку, но не так, когда ты сидишь и такой: «Вау, какая-то партия! Как она работает! Я себе должен заставить, я должен раскопать, узнать». Нет, нифига, ты просто наслаждаешься этим и понимаешь, что наверное, это вот так, пробуешь. Окей, хорошо. Наверное, нужно сделать по-другому. И это важно. Чем больше ты слушаешь, у нас есть невероятная возможность, у нас доступ к такому количеству музыки, которого даже лет 20 назад было невозможно представить. 10 лет назад такого количества музыки не было. То, что мне сейчас советует Spotify, это полный аут. Это недавно таких японских ребят насоветовал, что, наверное, я бы долго к ним шел, да, сознательно. Сейчас у тебя это все есть. Сиди, слушай. Наверное, вот это самый главный совет. Потому что технически сейчас прокачаться можно, а вот слушать, приучить себя, создать эту культуру для себя, жить этим, ощущать это каждую свою минуту,
Не забывать зарядить наушники или держать там проводные наушники, чтобы послушать. Это важно. Наверное, такой совет. Итак, у нас есть эти прекрасные звуки, из которых я выбрал, честно признаюсь, абсолютно рандомную часть, для того, чтобы показать сам подход, да, потому что, с одной стороны, это может показаться достаточно логично, да, у нас и так много непредсказуемых вещей, теперь мы должны нарезать салат. Но чтобы это красиво уложить, стоит добавить еще модулирующих историй. Например, можно добавить боем. Хорошая, удобная вещь. И добавить чуть-чуть нарезочки от него. Просто чтобы чуть-чуть, как это называется, анимации добавить, да? То есть у нас будет чуть более еще живой звук. Он и так живой. Он и так уже несет в себе очень много информации. Давайте добавим еще хетов. И чуть-чуть грува. Томов. Как-то все начинает жить. Это важная была составляющая в треке. Но у нас уже появляется дополнительная партия, вокруг которой может появляться голос. Они могут друг друга оттенять. Мы здесь можем работать с точками старта. Самое важное то, что у нас сейчас в любую секунду времени, взяв трек, он никогда не повторится. Ни в секунду, ни в минуту, ни в час. Это бесконечный луп, который всегда будет жить. Это важно. Это важно в этой музыке, это важно, как мне кажется, в любой музыке. А этот способ я использую везде. И мне кажется, что он достоин внимания. Сейчас звук, конечно, грязный, да. Это из серии там партий, которые набрасывались на лету. Но мы начали буквально с осциллятора и пришли к партии, которая формирует дополнительное пространство и дает дополнительное место для голоса. Что же мы получили? Казалось бы, 2 осциллятора, 2 каких-то FX. Это разговор, которого не хватает обычно в музыке. И ради которого стоит вообще посидеть чуть-чуть, поразбираться, покопаться, подобавлять всяких модуляций и найти этот баланс. Сейчас еще не сбалансировано, еще можно копать и копать. Но это уже поле, с которым можно дальше работать. Давайте это использовать дальше.